Начинаем Tour Unite. 9:46. Значит, 9:50 где-то будет старт. Ну, примерно как я планировал. Я планировал в 10. Воронеж встречает довольно сильным ветром и большой облачностью, но, к счастью, дождя нет. Это просто круто. Я надеюсь, что, по крайней мере, до Рязани дождей не будет, потому что если будут дожди, то велосипед... Если будут дожди, то ехать будет значительно тяжелее из-за черноземов. Ну, а я поехал. Сейчас нужно выбраться из города. Железнодорожный мост. Ветер в лицо. Надеюсь, что это только рядом с водой, потому что тяжеловато ехать на самом деле. Такое настроение хорошее сейчас. Прям в предвкушении того, что будет в ближайшие несколько дней, в ближайшую неделю. Я не знаю, за сколько я доеду. Я рассчитываю, что я уложусь в 10 дней, но это такой пессимистичный прогноз. Хочется быстрее. Нужно проскочить до Рязани, первые 600 километров, где больше всего черноземов, чтобы не попасть под дождь. Дожди обещают уже буквально через 2 дня, но они вроде слабенькие, а потом будут усиливаться. Поэтому надо топить. Интересный сосновый лес. Тут деревья рядами высажены. Никогда такого не видел. Я, кстати, уже 2 места пополнения воды пропустил, потому что там не было воды. Один колодец был на замок закрыт, а во второй колонке просто не было воды. Хотя мне местные сказали, что там утром вода еще была. Мне через 8 километров должен быть родник. Попробую заправиться там. Но не факт, что там тоже что-то будет. Если ничего не будет, то пойду в магазин. У меня еще есть немного изотоника. В общем, с жажды не умру. Экономить не буду. Буду ехать нормально. Здесь все-таки цивилизация. Тут должно быть много мест, где можно пополнить запас воды. Такая приятная, тихая лесная дорожка, притом асфальтированная. Воду я пока так и не нашел. Уже 4 места выискал. В колонках нет воды почему-то. И было что-то типа колодца, но там вода какая-то грязноватая. Я не стал наливать. Ищу дальше. Ну-ка попробуем, что это. Вода как вода. Итак, мне все-таки удалось пополнить воду. 2 литра у меня сейчас. Едем дальше. Правда, как-то пока медленновато едется. Вот. Такие холмики. Крутой подъем. Я, честно говоря, не думал, что на эти холмики мне забираться придется. Красивое место.
ветер просто жуткий. Я еле-еле еду. 15 километров в час, вот еле выжимаю. Надеюсь, что он станет поменьше, потому что это тяжело. Сейчас пока ехал на запад, нормально, он в спину поддувал. Повернул на север, и все. А когда по ветру едешь вообще 30 километров в час, как нефиг делать. Вот так вот. Вот это красота. Это Кривоборье. Все очень красиво. А мне надо подкрепиться, потому что я проехал уже 78 километров. Время обеда. Знаете, у меня такая эйфория. Я просто еду и улыбаюсь без всякой причины, потому что, блин, я так давно этого ждал. Я всю зиму, всю весну готовился к этому выезду, закупал снаряжение, увеличивал накат. То есть к текущему моменту у меня где-то 2200 километров накатано за этот год. Километров есть. Я сейчас еду, потому что называют грунтобаном. Очень накатистая полевая дорожка. И тут ветер не так сильно дует. Смотрите, какой подъемчик. Тяжеловато. Но зато ему предшествовал отличный спуск, где можно разогнаться до 50 км в час. Как минимум. Вообще можно не крутить педали. 148 километров. Сейчас надо будет зайти в пятерочку, закупиться немножко, потому что я уже проголодался. Еда почти закончилась. Может, бананчиков каких и еще чего-то. Тихо так. Вот там какой-то парк, называется Кудыкина гора. Но этот подъем, это, конечно, жесть. Там где-то церковь какая-то. Церковь ли это? Похоже на церковь. Солнце уже близится к закату. Я бы хотел еще километров 50 проехать. Было бы здорово. Приеду затемно, наверное. Но ничего страшного. Закупился немножко в пятерочке. Йогурт, мармеладки, червячки, сыр на завтрак, банан перекусить и детские пирожки. Ну и 2-литровую колу пусть будет. Сейчас перекушу и поеду дальше.
знаю, видно ли вам было. Но там прикольный водопад. Русанов ключ. Я, честно говоря, думал, здесь воды можно набрать, но походу нет. Походу это просто водопад. А это Дон. Посмотрите на эту красоту. Шикарное небо вообще. Встал на ночь. 183 километра проехал. Решил дальше не ехать, потому что вроде леса там дальше нет, одни поля. На полях не очень хочется ставить палатку. Проснусь завтра пораньше, постараюсь, по крайней мере. И поеду. Очень тепло, грею кипяток, чтобы заварить сублимат. Надеюсь, я сегодня не замерзну, потому что последние 2 ночи, когда я спал в палатке, я мерз. Доброе утро, сейчас 5:50. Я проснулся и буду готовить завтрак. Так, прохладненько немножко, но что радует, нет росы практически. И вообще я почти не мерз. Это круто. Лагерь практически собран. Теперь осталось сделать самое главное. Убрать за теми, кто насрал за тебя. И я думаю, что это будет полезным. Вдруг кто-то еще сюда захочет встать. А тут чисто. Что-то есть еще? А, там было еще. Вот так вот. Вот теперь замечательно. Двинул. Небольшой ветерок встречает, но солнышко светит яркое, погода отличная вообще. Надеюсь, что так будет и дальше. Сейчас нужно будет опять набрать воды, и можно со спокойной душой ехать. Красиво. Многие почему-то думают, что Турбинайт это только про страдания. Ну, наверное, потому что люди в основном их в отчетах описывают. А про то, что красиво, говорят, ну да, красиво. Не так красочно рассказывают про красоты, которые ты видишь. Может быть, их хотя бы можно показать. Еле заметная тропинка ведет к Галичьей горе. Сейчас посмотрим. Все понятно. Россия — страна заборов. Я решил все же перелезть заборчик. Велосипед оставил возле калитки. Мне все-таки интересно, и я же ничего плохого не собираюсь делать. Поэтому зайду, посмотрю. Вот, конечно, заросли те еще. Я бы с велосипедом здесь пострадал бы. Так вот, что они пытались скрыть. Красиво, красиво. Тут такая высота. Страшно. Вообще не жалею, что перелез через забор и посмотрел. Очень красиво. И мне всегда хотелось посидеть на краю высокого обрыва. Вообще это такое невероятное чувство. Этот сегмент, я думал, что он будет достаточно равнинный, хотя там в описании был указан какой-то набор высот, но я думал, что это так. Но, блин, тут холмики нормальные такие, не как в Карелии, но вымотать могут.
Ветер просто достал. Он очень сильный. Уже очень долго. Скоро будет Троекурово и Лебедянь. Надеюсь, там пообедать. Батончики еще есть вроде, но заканчиваются. Второй день Турюнайта. И не было поглажено ни одного котика. Это вообще непорядок. Вот это я понимаю. Такой Турюнайт мне нравится. Так, ну, а мне надо немножко стравить давление, потому что вроде как дальше идут грунтовки. И здесь. Поехали. Это есть, похоже, Троекуровская ГЭС. Сейчас я буду там проезжать по бывшей плотине. Говорят, что она вот-вот развалится. Ну, надеюсь, что не подо мной. Красиво. Какие интересные сооружения. Кураповские скалы. Так, похоже мне вот по этой тропинке. Достаточно крутая тропинка. Ух, блин. Как хорошо без ветра. Просто супер. Памп-трек такой. И что это тут такое? До Конаково осталось не 1000 километров, а гораздо больше. Но, когда эту табличку повесили здесь, трек выглядел совершенно иначе. Поэтому такая достопримечательность местная. Здесь еще должна быть закладка где-то. Не знаю с чем. Сейчас буду искать. Ну, я не смог найти закладку. Возможно, ее кто-то до меня уже нашел и ничего не положил на место. Жаль. Ну, с другой стороны, у меня у самого особо нечего было положить туда, если бы я что-то взял. Ну, просто ради интереса хотя бы.
ветром в лицо еще такая проблема, что ты не слышишь сзади машины подкрадывающиеся. Поэтому, когда они проезжают мимо тебя, это очень неожиданно. Километров есть. Надеюсь, сегодня еще соточку проеду. Очень здорово. Но кто знает, что меня ждет дальше. Перекусил бананами в Данкове, покормил котика. Жизнь прожита не зря. Но проехать нужно еще довольно много сегодня. Начинает накрапывать легенький дождик. Я смотрел прогноз, но он вроде должен быть недолгим и слабеньким. Надеюсь, что не развезет чернозем. Я мчу со всех ног. Дождик пошел все-таки. Пришлось надеть дождевую куртку. Дождик закончился. Пока. А я еду дальше. Потому что времени терять нельзя. Мне нравится, что как только наступает полная тьма, трек выходит на маленькие тихие дорожки вдоль деревень. В общем, так безопаснее и так совпадает, что ли, я не знаю, почему так происходит. Остановился набрать воды из колонки. Надеюсь, что не последний раз на сегодня. И что, может быть, удастся встать возле какого-нибудь водоема с нормальной водой. На что я особо не надеюсь, если честно, потому что поля вокруг, и единственный водоем — это Дон. Из него бы я не рисковал воду набирать, даже если кипятить потом. Я, наверное, сейчас буду снимать мало, потому что меня видно плохо, но вы знаете, что я получаю огромное удовольствие даже от езды ночью. В этом есть какая-то своя магия. Сейчас буду ужинать. Вообще устал сегодня, проехал где-то километров 175. Средняя скорость очень маленькая почему-то, видимо из-за ветра, я не знаю. И решил себя не насиловать, встать пораньше и завтра утром посмотреть на Шуховскую башню, потому что если бы я сейчас поехал дальше, я бы его пропустил, а мне очень хотелось бы посмотреть на это сооружение. Такие вот дела. Дождик небольшой накрапывает, но вроде черноземы сухие, поэтому будем надеяться на лучшее. И завтра нужно проехать не меньше, чем сегодня.